Привет всем! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сегодня я вас приглашаю посетить деревушку в горах, вдали от цивилизации. Буквально 8 лет назад там не было даже электричества. И сейчас там нет ни школ, ни больниц, ни магазинов. В этой деревне живут коренные жители Индии, адиваси, первые люди на индийской земле. С древних времен и по сей день земля их дом, дети природы. Они питаются дарами леса, собирают грибы, ягоды, мед диких пчел. В сезон дождей они отлавливают крабов. Раньше они охотились на диких животных, но сейчас, правда, можно за это загреметь за решетку. Поэтому они стали выращивать сами крупный и мелкий рогатый скот, а также фруктовые деревья. Вот, ну а мы едем в эту деревню в гости. Нас пригласила семья строителей. Это Ганпат Бай и его жена Сангита. В течение 2 месяцев они каждый день добирались к нам сюда в Матеран на работу по вот этим вот извилистым горным дорожкам, над обрывами. И у них на дорогу уходило всего час-полтора. Причем адиваси настолько ловкие, они даже в красивых нарядных сари могут карабкаться по этим дорогам. Вы сегодня обязательно это увидите. Ну, а мы не настолько ловкие, поэтому я не знаю, сколько бы у нас ушло бы на это время, может быть, часов 5, а может быть, мы бы вообще бы не сумели бы добраться. Короче, мы решили ехать, спускаться на байке и потом объезжая. В общем, это очень долгий, тоже нелегкий путь, но более безопасный. В общем, сейчас вы все увидите. Прошу внимания. И сидит, Артур попросился на мотоцикл. Давай, Артур, держи за него, держи его за спину. Обращаю внимание на дорогу. Буквально 3 года назад здесь была везде вот такая вот дорога, а сейчас, смотрите, не просто асфальтированная, а бетонная. Это на века, наверное, эта дорога прослужит очень долго. Очень качественно сделана. Бетонная дорога. И посмотрите, что вокруг, повсюду. Горы. Какая местность. Потрясающе. Даже сейчас, как все красиво выглядит. Можно только себе представить, как здесь безумно красиво в сезон дождей. Да, Артур? Вот мы сейчас увидели. Ну, вам это ни о чем не говорит, а Александра Пойнт. Вот Парам увидел. Класс. Класс, супер, Парам такой счастливый. Артур, you also happy? А? Here they want make airport there. Да, ты что? Парам говорит, что здесь раньше собирались даже построить аэропорт. Построить как личный аэропорт. Очень богатые люди у нас в Матаране владеют землей, отелями. И хотели, да, Хортленд хотел свой собственный личный аэропорт. Но they not give permission, да? Не дали разрешения. Так, здесь уже пошла дорога похуже, Парам, concentration, сосредоточься. Дети природы, Парам, смотри на дорогу, он все время very interesting, very interesting. Вот опять бетонная дорога. Ну, конечно, да, конечно, говорит, ты не видишь, как красиво. Потрясающе. Но я поражаюсь, да, Парам говорит, это Моди, благодаря премьер-министру Моди. Он обеспечил вот такие вот места отличными дорогами. Казалось бы, да, живите там себе в деревне как хотите, но на самом деле у адиваси очень большие привилегии. Кроме отличных дорог, еще много чего. Oh my God, how this place, very blessed place. Oh my God. Парам восхищение. Окей, команд старт. Он остановился специально здесь. Он представил, как в сезон дождей отсюда спускаются потоки воды, водопад. Повсюду водопады. Говорит, мы обязательно сюда приедем в сезон дождей. Ну, а мне прям даже не хочется выключать камеру. Такие виды потрясающие. Мы находимся у подножья гор. Это его телята. Говорит, еще 2 минуты осталось. Окей, let's go. Поехали, 2 минуты осталось. Ну, честно говоря, я так восхищаюсь природой. Очень здесь действительно замечательно. Но такие крутые подъемы.
Я сейчас начинаю уже переживать, как мы отсюда будем выезжать. Вечером нужно поскорее, чтобы до темноты успеть. Не везде дорога отличная, незнакомая дорога, поэтому страшно. Парам ничего не боится, но я, как всегда, нагнетаю обстановку. Боже мой. Опять включаю камеру, мы уже подъезжаем к деревне. Да, где-то 3 часа потребовалось для того, чтобы добраться до этого места. Хотя, да, так близко, если сверху посмотреть, кажется, что так близко находится эта деревня, но мы добирались 3 часа. Непростая дорога, опасная. Ну вот мы и на месте, а? Катван называется. Это деревня. Я уже запыхалась, немножечко пришлось подняться вверх пешком, куда байк не может въехать. 70. Женщина, что здесь кокосы перебирает. Боже мой, какая худенькая. Сколько же ей лет? Китна салка? 70, ну не очень-то и старая. Она так некрасиво говорит. Зато стройная, не знаю, парам некорректно общается с женщинами. Ну и вот это вот дом, я так понимаю, дом нашего Ганпат-бая. Посмотрите, какой большой, роскошный дом. А самое главное, он его построил своими руками. Как я устала. Пёс, барбос. Вот Сангита, хай, намасте. Вот наши подарки для вас. This is for you, this is for you. And some sweets, snacks for children, для всех. Вот. И посмотрите, нас тоже угощают. Thank you so Посмотрите much. сразу чарсом. Это очень приятный молочный охладительный напиток. Артур, угощайся. Сейчас я тоже возьму. Спасибо, очень приятно. Значит, в этом большом доме живет Ганпат-бай вместе со своими родителями. Апка, мами. Да? Вот его мама. And brother, бай. Брат. Доб, бразер. Еще один брат, но его, может быть, сейчас нет дома. Значит, 3 брата здесь живут вместе со своими семьями в этом большом доме и детьми. Вот эти вот дети, которых мы сейчас... О, боже мой, чуть-чуть разлилось. Видим, это дети братьев. У Ганпат-бая более, да, brother children. Значит, по поводу школы. Здесь есть школа, но обучают здесь только до 5 класса. А дальше либо, некоторые дети уже прекращают обучаться, а, допустим, Ганпат-бай всех своих детей отправил в школу-интернат. И их сегодня нет, только на праздники в основном они приезжают домой пообщаться, повидаться со своими родителями. А так живут и учатся в школе-интернат. Да, очень вкусно сейчас. Выключаю камеру. Давай. И буду наслаждаться этим приятным прохладительным напитком. Кстати, здесь тоже, да, так на улице очень жарко, невыносимо, а в доме приятно. Приятная прохлада. Да, и еще хочу сказать такой момент. И еще что интересно, кроме этого дома, Ганпат-бай сейчас строит новый дом уже для своей семьи. Скорее всего, он будет там жить вместе со своей женой. И, соответственно, его дети, его сыновья там тоже будут жить со своими женами и детьми. Здесь так принято в Индии. Take this soap, wash hands. So in India they have a tradition like this. Give soap, wash your washrooms. You go wash your legs, hands. I and Arthur already wash. You must be now. How this very forest, how this available water here. Cold water, na? You feel very good, na? You finish? Oh, thank you. Парам, This is Indian tradition. Парам рассказал о том, что в Индии, thank you.
когда приходят гости домой, первым делом предлагают гостям освежиться, зайти в душевую, помыть ноги, руки, лицо тоже. Но я лицо сейчас не стала мыть, потому что действительно очень жарко в Индии. Поэтому первым делом предлагают напитки. Либо просто воду, либо вот как сейчас нам предложили чарс, какие-то охладительные напитки. Парам обратил внимание, что здесь, вот в этом помещении, пол сделан из коровьего навоза. Прохладный. Это раньше, когда вместо плитки, ну, у них кое-где и плитка положена, а кое-где вот по старинке вот такой вот пол. И сейчас вот мы видим здесь вот кухня. На этой кухне готовятся лепешки, чапати. Веник. Да, очень интересный дом. Здесь как стиль эклектика. Несколько стилей совмещено. И современный, и традиционный. Смотри, какие круглые чапати. И такие большие. Да, ого. Не то, что Good. Посмотри, Артур говорит, ну да, даже и не то, что у меня, даже у папы такие огромные, круглые, правильной формы чапати не получаются. Перфект. Артур даже папу позвал. Вот, видишь, есть к чему стремиться. Вот там у меня вообще какие-то квадраты получаются. Здесь шкаф для посуды. Хоть как на выставке, все чистое, блестящее. А веник Парам в руках держал. Я хочу вам показать, как он вот у них обычно не стоит, как у нас в углу веник, а висит на крючке. Вот, а здесь уже, видите, плиточка. Здесь кухня, в которой есть газ, плита, холодильник. Ага, здесь запасы. Рис, запасы круп. See how this now. They make in machine when they want. This is 2 years. This not before. ready, да? Да. Этот This is рис 2 еще years не before. готов к употреблению. How many years year keep with more taste coming? Говорит, чем больше этот рис постоит, тем вкуснее он будет. See how they make this in house like this. Это для чего? Да, ну там, наверное, сушить рис и там перец, куркуму, например. Это алтарь. Temple. А вот спальня. Я немножечко загляну. Здесь, видите, шкаф, гардероб для одежды. Кое-что висит, кое-что на полочках. Ну и кровать даже. Видите, многие индийцы спят на полу, но у них в этой семье кровати. Кровати в спальнях. Но скоро они будут жить отдельно. Вот здесь тоже другая спальня. Здесь тоже кровать. Мы чуть позже, после того, как пообедаем, посмотрим новый дом, который строит сейчас Ганпат Бай. Вот этот вот дом, кстати, он строил, оказывается, не сам, а вместе со своим отцом. Календарь. Парам обратил внимание на календарь. Здесь знаменитые люди нашего Матерана, учителя, политики. Дети уже принимают угощения, то, что мы с собой привезли, сладости и снеки. Ну, на самом деле, они очень любят, дети вот любят именно такие угощения. Ладу, различные чипсы, хурмура. И это вот тоже как запасы, мешки с рисом, мукой, далом. Я спросила, а где живут родители жены? Он говорит, ну, недалеко отсюда деревня. Но, тем не менее, они не с одной деревни. Напоминаю, я уже рассказывала в одном из предыдущих видео, Ганпат Бай влюбился в Сангиту на свадьбе. Его пригласили на свадьбу в ее деревню, он увидел ее, она там была как гость, ей было 12 лет, и он влюбился в нее. Ну, так, видимо, бывает. Не знаю, да, конечно, странно для нас. Слушайте, как необычно, как интересно, на стол накрывает Ганпат Бай вместе со своим братом. Почему-то. А Сангита стоит в сторонке.
Но она все время, какое-то время не снимала, мы немножко отдохнули, Парам полежал на кровати. Я пересмотрела отснятый материал, я как бы не отдохнула, во всяком случае, как-то занялась своими делами. А? So this your brother? Абкабая? Мабаная. Вот это да, круто. Получается, что брат Ганпадбая приготовил вот этот вот шикарный обед. So what is this? Chicken? Indian chicken. Indian chicken, это значит домашняя курица. Вот что-то типа подливы, как супчик. Здесь жареная домашняя курица, салат, лепешки. Ну, лепешки мы видели, что мама готовила. Салат. Ну, молодцы, хорошая семья. Ну, конечно, да, если женщина выполняет такой тяжелый физический труд, зарабатывает деньги, ну, реально, причем немалые деньги, то можно, наверное, да, и как-то поделиться работой и домашним хозяйством, заниматься вместе. Иногда давать ей возможность отдохнуть. Видите, она сегодня действительно красивая, нарядная. Появилась возможность нарядиться. Довольная. Мечтает о том, чтобы поскорее переехать в свой собственный дом. Такие хорошие, да, родня, дружная, но все равно лучше жить отдельно и видеться, там, периодически приходить друг к другу в гости. О, вот сейчас now I want test. Сейчас я хочу попробовать, что ты приготовил. Очень интересно. Этот мужчина тоже работает, тоже строитель. You like? Очень вкусно. О, очень вкусно, Парам говорит. क्या This बताओ is explain करो. not much spicy. Yeah, Видите, специально даже для нас с Артуром приготовили не очень острую курицу. Тут несколько вариантов. In which one is spicy? This spicy? This is spicy, this spicy, this is spicy. Ну хорошо, давай This тогда. is non-spicy, this is Ага, non-spicy. хорошо, я буду тогда не сильно острая. They make for you specially. You and Arthur. Я не шучу, действительно очень вкусно. Сейчас еще лепешечку попробую на камеру. Такая мягкая курочка, нежная. Лепешки тоже очень вкусные. О, thank you. No, Так, мы с Артуром уже пообедали, все действительно было очень вкусно, очень сытно. Курица была приготовлена по разным рецептам. Какая-то более острая, какая-то менее, с кокосами. В общем, действительно, прямо как в ресторане. Самое интересное, что повар, который готовил все эти блюда, видите, Парам еще доедает, а Артур сидит в телефоне. Да, вот еще хочу обратить внимание, уже после того, как мы почти закончили есть, ребята сели, хотела сказать, за стол, они традиционно обедают на полу. Так вот, Апка Бразер name? Бхай нам? Марути vegetarian, представьте. Он сейчас отошел, я хотела его показать, но это действительно, это феноменально. Он с детства не ест мясо. You not eat any chicken, any meat, even eggs. Анда? No, говорит, я не ест. Вот посмотрите, что он себе на обед положил. Сабджи. Картошка, там, в общем, какие-то овощи и чапати, потом еще рис. Он говорит, я не ем с детства. Я спрашиваю, а почему? По религиозным причинам, по касте ему можно есть, одевайся, в принципе, едят мясо. Он говорит, нет, не по религиозным. Я говорю, может быть, ты очень сильно любишь животных? Он говорит, в принципе, люблю, но это не причина. Оказывается, есть у некоторых людей, и в Индии это достаточно часто, непереносимость. Я спросила, когда ты был маленький, может быть, ты ел? Он говорит, нет, говорит, это как еда, как говорится, возвращалась обратно. Но, тем не менее, он для нас приготовил шикарный обед из мяса. Я говорю, ты пробовал? Как, да, вот можно на соль, там, да, вот он поострее, менее острый. Вот нет, он все это на глаз готовил, интуитивно. Слушайте, Парам меня всегда поражает. Мы находимся в чужом доме, в гостях, и он преспокойненько после вкусного обеда прилег и уснул. Вот он спит. И, в принципе, это абсолютно нормально, никто не удивляется, потому что большинство индийцев днем, именно вот после обеда, спят. Шанти. And you not sleep in day? You don't want sleep? No? No, говорит, я не сплю. Я днем не сплю.
Все, проснулось мое солнышко. В путь. Сейчас будем исследовать местность. Кстати, вот обратите внимание, мама Ганпатбая тоже решила вздремнуть. Вот здесь вот прямо на крыльце. Нам выдали палки. Парам уже спал. Ага, Парам взял для меня тоже. Какие-то такие места мне уже страшно будем забредать, где будут необходимы палки. Артур, идем. Артур сейчас немножечко полетал на квадрокоптере, удивил всех ребят. Они, наверное, раньше не видели. Всем было очень интересно, каждый так все объяснял, как это работает. С помощью телефона управляется. И сейчас мы все вместе пришли посмотреть на дом, который строится. Он находится совсем рядом, примерно минута ходьбы. И вот, собственно, дом перед вами. Посмотрите, какая красота. Это все построено руками Ганпатбая. Смотрите, с какой гордостью Сангита на это смотрит. Ей уже не терпится поскорее переехать сюда. When it will be ready? Как ты думаешь, через сколько он будет готов? У него нет времени, он постоянно работает, поэтому он работает, строит за деньги, зарабатывает, поэтому на свой дом у него особо нет времени. Конечно, он бы уже быстро закончил, поэтому неизвестно. Никаких прогнозов он давать не может. Но давайте дойдем. Какой большой дом. Двухкомнатный. How many rooms? One hall, one kitchen, there and partition. И нет туалета. Ну, я так думаю, что потом можно будет достроить. Говорит, сейчас холл, большой холл, спальня, кухня. Туалет, кстати, я уже посетила. У них на улице находится, ну, вот, туалет от большого дома. На улице, ну, нормальный туалет. Я вижу, здесь будут большие панорамные окна. Все как в современном стиле планируется. Ну, потом можно будет еще здесь пристройки сделать. Главное, чтобы побыстрее. Напоминаю, Сангите сейчас 30 лет, и ее старшему ребенку 18. Вот, ну, как, да, вот можно представить. Мне 40 лет, моему ребенку 9, а тут 18 лет. Он работает в Матеране в одном из отелей как помощником. Ну, а двое детей младших, как я уже говорила ранее, учатся в интернате. Банана, да, деревья, банан. Вот посмотрите, здесь как площадка, детская площадка. Здесь ребята играют в крикет. Who love marriage? Ну, в основном all love marriage, I think, да? В этой деревне в основном большинство женится по любви. And Апкабай, love marriage? Love marriage. Вот эта вот пара тоже по любви. Брат и его жена. Мне интересно, в каком возрасте брат Ганпатбая поженился. Не, Парам говорит, у них, да, ну, все нормально, ничего особенного. Это им по 20 лет было. Они лет 5 назад поженились, вот из их детки, ну и сейчас им 28, там 27. Знаете, мне сейчас стали попадаться на Ютубе видео про цыган. О их культуре. Там тоже принято жениться, выходить замуж в детском возрасте. Но оказывается, не у всех. У них тоже есть разные общины. У кого-то принято, у кого-то другие правила, другие традиции. Сейчас будем фотографироваться. Вы посмотрите, как они за деревней выбрасывают мусор. Сейчас ребята хотят провести для нас небольшую экскурсию. Я даже не знаю еще что. Они хотят показать что-то очень интересное. И вот еще на что я обратила внимание. Значит, в доме чисто. Я вам показала возле дома. Тоже очень красиво, чистенько. Но что творится за деревней? Вы видите, сколько здесь много мусора. Зацепился провод. Видимо, они мусор сюда в основном весь выбрасывают. И, кстати, да, я вам забыла сказать важную новость. В одной из предыдущих серий я вам показывала, как мы участвовали вместе с группой волонтеров в уборке Матерана. Так вот, главный организатор этого
мероприятие, опубликовал фотографии в своей WhatsApp-группе, ну, еще где-то он опубликовал. И репортеры увидели эти фотографии и напечатали о нас в газете. Да. Теперь мы популярные, известные люди. Нет, говорит, никакой дороги специальной. Вот так вот они поднимаются, вот там, где белые полоски, там как-то можно подняться. Ну, невероятно, я не представляю. Unbelievable. Невозможно в это поверить. Я все-таки решила воспользоваться палкой, потому что я уже несколько раз подскользнулась, чуть не упала. Идите вперед. No, you must come first. They want you must be come first. Еще и в Саре. Да. Yeah, go. Little. This also dangerous road. Слушайте, зачем мы согласились на эту экскурсию? Уже, наверное, минут 20 спускаемся, а потом еще нужно будет обратно подниматься. Очень тяжело. У меня еще обувь не очень подходящая, она скользит. И я обратила внимание, show your chapel, апка chapel, покажи свои вот в таких вот шлепках. Девчонки, в принципе, тоже как бы не совсем подходящая обувь для подобных путешествий, но они нормально. Нам мне помогает, Джоти мне помогает. Я хотела снять, как она спускается, а она не спускается, потому что ждет, чтобы мне помочь. Здесь очень сложно. Сложно еще из-за того, что скользко, неподходящая обувь. Баби мне всю дорогу помогала, оказывала поддержку, причем не только на видео. Пару раз Парам просил Артура снять на видео, и в такие моменты он изображал из себя помощника. Мне подавал руку, а без видео вбегает вперед. И вот она специально сейчас ждет, опять ждет, потому что хочет мне помочь спуститься. I want to show video, that's why I help. But she not like this. She very help you. Итак, мы достигли цели. Nice. Very nice place. Так, мои дорогие зрители, посмотрите, какая красота. Ну, конечно, в сезон дождей все здесь выглядит гораздо интереснее. Сейчас воды почти нет. Вода питьевая, как утверждают ребята, но у меня не возникает желания отпить из этого источника, потому что здесь тина, какие-то растения. Ну, говорят, что здесь даже рыба водится, но тем не менее очень красиво. Посмотрите, какой вид вокруг открывается. Вы только посмотрите, вы только полюбуйтесь на эту красоту. Нас зовут еще, там что-то еще более интересное. Но сейчас пройдемся уже. Раз уже проделали такой неблизкий путь, еще чуть-чуть мы сможем. Ну, он собирается прыгать оттуда. Слушайте, не надо, don't jump. Is it deep? Нет, он это сделал. Ужас. Вот это да. Ну, слушайте, здесь действительно очень красиво, как грот, как лагуна. Потрясающе. Видите, ребята уже разулись. Я сейчас тоже хочу походить по этой водичке, охладиться. Боже, я думала, он пошутил, а он действительно прыгнул оттуда. Еще и в тапках прыгал. Возвращаемся обратно. Остановились по дороге возле вот этого вот удивительного дерева. Это необычное растение, и здесь съедобные почечки, я так понимаю. Оно частично, это дерево цветет, и вот не распустившиеся почки, а может это уже плоды, не знаю, ладно. Ну что, рискну, попробую, вспомним детство, да, как мы, дети 90-х, все пробовали, все ели. Да, кисленькое, даже не ожидала. А это такое, знаете, там липкое что-то такое на вид, как молочко от одуванчиков. А на вкус очень приятно, особенно сейчас такую жару освежает эта кислота. Так что 10 лет назад жители этой деревни спускались сюда вниз каждый день для того, чтобы набрать воду. Это очень тяжело, я не представляю, как они. Глубина в этом
озере, или как это можно назвать, 15-20 метров, очень глубоко. Вы видели, как Ганпадбай спрыгнул со скалы и не разбился, слава богу, потому что там очень глубоко. Но, к сожалению, они рассказали очень печальную историю, о которой я раньше слышала, но я никогда не знала, где конкретно это произошло. Это трагедия. 14 лет назад произошла страшная трагедия. Брат Приянки, ему на тот момент было 15 лет, и он вместе со своими друзьями, с друзьями-одноклассниками пришли на это место для того, чтобы полюбоваться природой, в воде поплавать. Но они не знали, насколько там глубоко, и они не умели плавать. В итоге из компании 3 парней утонуло. 3 парней. Те, кто не спускались в воду, те остались живы и вернулись домой в Матаран, сообщив такую ужасную новость всем. Это трагедия. До сих пор об этом все жители Матарана помнят, вспоминают с ужасом. Вот, ну и вы поняли, мне вначале так сильно понравилось это место. Безумно красиво, вода чистая. Я даже залезла в воду по пояс, а потом, когда мне Парам рассказал, что именно здесь это произошло, мне настолько жутко стало, столько страшно. А Артур тоже хотел поплавать. Я, в принципе, не возражала, так как он хорошо плавает. Но потом я ему запретила. Говорит, здесь пчелы. Говорит, нашла это стакан. Ну, видимо, может быть, свой оставляли. Хорошо. Мне Парам говорит, скорее всего, не свой, просто она присмотрела, что какие-то любители романтики и распития спиртных напитков там оставили хороший стеклянный стакан. Так что ж добру пропадать. Хозяйственная девушка, она все еще, видите, все время рядом со мной находится, все время контролирует меня мой бодигард. Ну что, пришло время прощаться. Thank you very much. Спасибо большое, да, спасибо большое за экскурсию. Спасибо за теплый прием. Thank you. Thank you. Thank you very much. Моя поддержка сегодняшняя. Thank you. Все, спасибо вам, девочки, спасибо, мальчики. Все. Пока. Пока. Бай-бай. Бай-бай. Сейчас в Индии сезон арбузов. И видите, как удобно. Можно по пути остановиться и заказать себе тарелочку с нарезанным арбузиком. Здесь принято арбуз посыпать специальной специей, соль с перцем, чтобы он был таким вот остреньким. Ну, некоторые, да, любят консервированные арбузы есть. Я, кстати, никогда не любила, но у нас соседка консервировала и нас угощала, как моченые арбузы. Мне не нравится. Тести, малыш. Вот они, красавцы. Ну что, вкусно, ребята? Артур? Вот, кстати, удобно. В прошлый раз, когда мы здесь останавливались, у него не было вот такого вот стеклянного ограждения. Там у него уже подготовленные дольки, и это стекло защищает от пыли и от насекомых. Молодец. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.